Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомир. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка, объект 277. Да, вот такой вот красавец с длинным стволом, да, мужской танк, настоящий мужской танк. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, погнали. Итак, коллижная модель нашего объекта 277, ну и давайте смотреть. У нас такая некая мыльница корпус, непонятная, да, как у американцев. Что-то где-то закруглено даже. Значит, НЛД ярко выраженные 217, ближе к каткам 223. Центральная часть, стык между НЛД и ВЛД 207, чуть ниже 217, чуть выше 228. Основная бронеплита ВЛД у нас 221, 220 снизу, кверху поднимается до 231. Ну, до 230, прям самая верхняя часть у нас рикошетная. Плюс вот эти вот щеки над гусеничных полок, они тоже рикошетные. Башня у нас, естественно, сферическая, совок. Маска орудия вокруг ствола 318, что неплохо. А вот здесь 321, 279, 326. Короче, нету ослабленных здесь зон нигде. Нигде. Да, даже голдой не пробить. Верхняя планка 55, но она рикошетная. По правилу 3 калибров только от 165, но она настолько тоненькая, что ее выцелить и попасть туда будет тяжело. Люк у нас 238, неплохая броня в люке, поэтому иногда восьмерки, в основном на обычных типах снаряда, даже в люк вас не смогут пробивать. Что касаемо борта, верхняя часть надгусеничной полки у нас гнутая, закаточку у нас прямой борт. 97 здесь у нас 218, хорошо танкует, естественно, до борта, но будет подставлять щеку, вот, над гусеничной полки, и вот иногда рикошет будет, потому что есть завалы, но очень часто будет и пробивать, здесь 50 на 50, вот такое бронирование. Касаемо пушки, пушка у нас, естественно, 10-го левела, 130 миллиметровка, М65, 490 альфа на основном и на голдом, 640 на фугасе, 265 пробития на основном, 340 на фугасе. Фугасе у нас слабое пробитие в 65. 12,5 секунд заряжается орудие, ДПМ 2400 почти. Неплохая точность, как для тяжелого танка 0,38. Комфортное более-менее, а время сведения 2,7 секунды. По полевой модернизации во втором блоке качаем вездеходную ходовую, в четвертом блоке отстройку параллакса, в пятом блоке звукоизоляцию, в шестом блоке берем второй слот на огневую мощь, в седьмом блоке не качаем ничего, в восьмом блоке качаем облегченную платформу. По оборудованию ставим закалку, ставим досел и ставим стаб. По снарядам. Основной у нас бронебойный, скорость полета 1030. Голда у нас кумулятивная, скорость полета те же самые 1030 метров в секунду. Фугас у нас летит 930 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. По плюсам и минусам танка. Танк очень уважают люди с опытом игры, статьюги любят. Да-да. Почему? Потому что броня у нас все равно присутствует и достаточно неплохая, особенно в башне. Танк, в принципе, неплохо, прошу прощения, играется от борта. Вот. Но самое ценное в этой машине это пушка на камулях на голде и, конечно же, подвижность машины. То есть в первых рядах стоит плюс, это подвижность машины. Да, у нас есть определенные проблемы, это УВН, углы вертикальной наводки. Минус 5,5 это, конечно, очень мало. Вот, очень. Но неплохая точность, как для тяжелого танка в 0.34. И неплохое время сведения 2.42. Более-менее все терпимо. По пушке вопросов здесь нету. По ХП 2420 на закалке, и это тоже жир. Вот, по мобильности у нас 55 вперед, это даже без турбины, 15 назад. У нас 17 с лишним лошадей на тонну удельная мощность. И именно благодаря всем вот этим показателям по двигателю танк
прям нереально подвижный. Нереально подвижный. По обзору у нас 448 метров, что тоже очень неплохо. Даже как для десятки тяжелого танка. Еще раз, ребята, у нас неплохая броня, у нас шикарная подвижность. Танк играется, занимайте на нем, естественно, летите вперед. Танк настоящий прорыва, чтобы занять позицию раньше врага и иметь даже право на первый выстрел. Предлагаю же отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, на что у нас 277 способен. Итак, господа, обзор боем у нас объект 277. Тяжелый советский танк 10-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. Хорошая у нас подвижность. Как-то я плохо приземлился. Ух ты, выцелил. Ну как я его не пробил-то? Ух ты! От Яги поймал, конечно. Мимо. Так, пока еще живем. Сумму-то хорошую настреляли. Дали еще 3500. 6к суммы, ребят. Блин, не пробил. Довернул он грамотно. Танканули Ягу 4к. Да.
Кто сказал, что легко будет? Забрали. Тайпа. Вафельки сыпанули в кратер. «705-му дали. Пятачок настреляли. Ах ты, Яга! В заднюю филейную часть дала. Блин, ну тут бой этот еще тащится пока. 7-8к сумма, ребята. 2600 насветили, 5400 настреляли. Мы большие молодцы. Но нас побили. Нет, 2.77 по пушке. Вот пушка у него какая-то прям интересная. Пушка у него способна прям хорошо так. Так стреляет, главное, сочно. Давай, Млех, тащи. Ты фуловый. Так, а сколько у нас фрагов-то? Один, да? Или вообще нет? Не, один фраг есть. Самое главное достоинство 2.77 это, конечно, его подвижность. И при этой подвижности, при всей броне, у нас интересное орудие. Понятно, на голдовых снарядах, да. Но в любом случае интересное. Ну, блин, как нас ягод добрала-то, а? Ё-моё. Вон влепил на яге нашей Млехи. Слушайте, ну, счет пока равный. Счет пока равный. Люк будет целить, пес. Да. Выцелил. Блин, у него тут столько прикрытий у 705-го. Он, конечно, сейчас фазу нашу отымеет. Ты гля, фазу огрызает. Подъезжай ближе, фаза. Вот. Люк будет целить. Стараться. Не, ну фаза молодец. Вперед подъехал хотя бы. Давай в крышку мою верхнюю. Во. Люк целит. Сильно. Он специалист по люкам. Не, ладно, проигрышный бой. Походу, да. У нас что, гриль Т-49, да, арта. Не. Все. Т-49 зажали. Да. Все, артовод сейчас тащит бой, ребята. Давай, артовод. Все, одного тараном, другого стреляешь. Ну. Так. Огонь! Мимо промазал. Ну что ж ты. Эх, артовод. Ладно, 2.77. Нереальная кайфовая машина. Ему бы... Вот что только не хватает 2.77. Это УВН. Были бы УВН получше, на нем можно было вообще бы исполнять просто люто. Блин, ну как обидно, Яга убил. Мы бы сейчас еще посопротивлялись бы, может даже затащили бы бой. Ё-моё, от Яги отлетел-то я, а. Первое место по урону, кстати, Млеха рядом со мной слева стояла. Также дала пятак. Мы вместе с Млехой 10 тысяч выбили из врагов ХП. Ну вот остальные. Вот имба 705. Вы представляете, что мы стреляли? Е4 600. Кобра по нолям отлетела. Фаза 820. Ну такое, короче.
По пятибалльной системе четверку твердую машина заслуживает. Вот если бы не вот этого бы, а минус 5,5 градусов, танк был бы вообще очень интересный. По пушке, по подвижности. Ребят, пишите свои комментарии, вы по оборудованию, что используют на этой машине, у кого есть эта тачка в ангаре. Тачка зачет. Занимать позиции, подвижность просто зачет. Сочетание подвижности, броня прям лютая. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.